можно проводить время по-разному. Многие приезжают в лес просто отдохнуть от городского шума и суеты, насладиться природой, подышать свежим воздухом. Другие собирают лесные ягоды, лечебные травы или грибы. Лето – лучшее время для сбора грибов. Грибники собирают свои корзины подберезовики, рыжики, маслята, но туда могут запрести и ядовитые грибы, как, например, красный мухомор или бледная поганка. Эти грибы приводят к тяжелым отравлениям, а иногда даже к смерти. Давайте рассмотрим два самых опасных гриба, которые не только нельзя кушать, но и прикасаться. Бледная поганка. Гриб очень похож на шампиньон, но его можно отличить по белому кольцу шляпки и ножки, утолщенной к низу. Опасность поганки в том, что сильный яд, аммонитотоксин, проявляется не сразу. Лишь спустя день, когда человеку уже невозможно помочь, возникают симптомы – тошнота, боль в мышцах, слабость, головокружение. А после появления всех симптомов наступает период мнимого выздоровления. Пострадавший чувствует себя хорошо и кажется, что идет на поправку. Однако яд продолжает распространяться по всему телу. Когда частицы гриба попадают в рот, опасное вещество всасывается и с кровью разносится по всему организму. Происходит отравление. Яд бледной поганки настолько сильно проникает в кровь, что удалить его возможно только в больнице специальным аппаратом, и никакие таблетки не убьют его. Главный удар принимает печень, важный орган нашего организма, который очищает кровь как фильтр. А также, если в организм попадает токсин или бактерия, то печень должна их обезвредить, чтобы они не нарушили работу организма. Но токсин гриба настолько сильный, что печень не справляется со своей задачей, и ее клетки умирают. К сожалению, 90% таких отравлений заканчиваются смертью. Яд бледной поганки намного сильнее яда кобры, который также является одним из самых опасных для человека. Ядовитый гриб так назван, потому что его токсины не разрушаются при кипячении, сушке и других видах обработки. Бледную поганку можно варить не то чтобы часами, а вы не поверите, годами. Самый длительный эксперимент длился 2,5 года, и когда ученые вынули и проанализировали состав гриба и отвар, оказалось, что ничего не изменилось. Таким образом, бледная поганка – это классический пример ядовитого гриба. Одна бледная поганка, попавшая в пищу, может погубить 3-4 человек. Будьте очень осторожны и никогда не рвите этот гриб, и если появились сомнения, то лучше всего оставить его на месте. Другой опасный гриб – красный мухомор. Не зря природа одарила его такой яркой окраской, чтобы предупредить всех окружающих об опасности. Красную шляпку, по которой рассыпаны белые кружочки, ни в коем случае нельзя трогать. Давным-давно этот гриб относили к нечистой силе. Мухомор был обязательным ингредиентом в колдовских зельях. Это отразилось и в русских сказках, где красный мухомор является пищей ведьм, например, Бабы-Яги. А если вспомнить детские мультики, то этот гриб часто изображают злым персонажем, так что нас с детства не зря учат, что нельзя употреблять красный мухомор в пищу. Судя по сохранившимся преданиям, викинги часто употребляли настойку из мухомора накануне битвы. Выпив ее, они становились решительными и нечувствительными к боли, что крайне важно для воина. Этот гриб лишал их страха и давал прилив сил. Поэтому они шли в бой и одерживали крупные победы, забирая себе территории и золото врагов. С древних времен красный мухомор использовали в лечебных целях. Им лечили множество болезней – рак, туберкулез, ангину. Говорят, что мухомор снимает боль, залечивает раны и даже омолаживает. Если мухомор попадет к нам на стол, мы рискуем сильно отравиться. Опасный яд мускарин вызывает галлюцинации. Человек видит странные предметы, неконтролируемо плачет, смеется, теряет сознание. Даже при поступлении в желудок небольшой дозы яда начинается сильное его раздражение, чувствуется жжение, выделяется желудочный сок, после чего приходит сильное чувство голода. Потом токсин поражает печень и нарушает работу остальных внутренних органов. При попадании мускарина в глаза он вызывает сильное жжение и слезоточивость. Одной шляпки мухомора достаточно, чтобы потерять ориентацию на местности, а смертельная доза яда содержится в 3-5 грибах. Ученые долго ломали голову, куда отнести грибы – к растениям или к животным, ведь у грибов находили признаки и тех, и других.
Поэтому ученые-микологи, так называют тех, кто изучает грибы, выделили их в отдельное грибное царство. Например, вид красный мухомор из рода мухомор, класс Аларикомицетовый, все то же самое и у вида бледная поганка. Ученые считают грибы самыми разнообразными живыми существами. При приблизительном подсчете получается, что их 2 миллиона видов, а изучено из них около 1 миллиона вида, и лишь 3% из них ядовиты. Говорят, что ядовитые грибы свертывают молоко или вызывают почернение чеснока, но это неверно. Есть только один надежный способ отличить ядовитые грибы от съедобных. Надо их знать и быть предельно внимательными в их сборе.